Приветствую всех на моем канале, меня зовут Ирина и предлагаю сегодня связать теплый и очень пушистый снуд спицами платочной вязкой. Такой снуд будет идеальным дополнением к любой шапочке. Шапочки, которые вы видите сейчас на своих экранах, можно заказать в моем профиле Instagram, ссылочку я оставлю в описании. Итак, давайте приступать. Еще раз всех приветствую. Сегодня мы с вами будем вязать вот такой замечательный пушистый снуд. К сожалению, вот камера всю пушистость снуда не передает, но я вас уверяю, он очень-очень пушистый. И сегодня я вам покажу, как связать такой снуд и расскажу, поделюсь секретами, как его сделать вот таким пушистым. Итак, размеры моего снуда. Ширина его 28 сантиметров, то есть он в объеме 56 сантиметров. И высота снуда у меня 25,5 сантиметров. Сразу хочу сказать, для тех, кто захочет связать по объему больше, набирайте больше петель. Свяжите образец, посчитайте петли и наберите на определенное количество больше петелек. Кто хочет связать в высоту больше, то, соответственно, это нужно провязать больше сантиметров и по ходу вязания примерно определяться в сантиметрах, какая высота вам нужна. Для тех же, кто будет вязать из другой пряжи, не той, которую я рекомендую и показываю в своем видео, милые девушки, хочу сразу сказать, вяжите из любой пряжи. Вы можете связать этот снуд хоть из какой пряжи. Но сделать расчеты за вас я не могу. Свяжите образец, посчитайте петли и тогда вяжите. Принцип вязания этого снуда подходит для вязания абсолютно из любой пряжи, не обязательно из той, которую я рекомендую, которую я буду показывать в этом видео. Поэтому, пожалуйста, выбирайте любую пряжу, вяжите снуд из какой хотите, но если вы будете вязать из той пряжи, которую я рекомендую, из которой я вязала этот снуд, у вас получится точно такой же результат, как получился у меня. А если вы будете вязать из другой пряжи, то результат у вас может получиться несколько иной. Итак, это все, и давайте приступать к вязанию. И для вязания нам понадобится один моток мохера Ализе. У меня это еще старая серия мохера. Здесь 70% мохера и всего 30% акрила. Если найдете такой мохер, берите. Чем больше, тем лучше, потому что это очень хорошее качество мохера. Нам понадобится норка в цвет, либо подходящая по тону. У меня это бежевые расцветки. У меня это норка бобинная. Если вы будете использовать моточную норку, то вот она вот так вот выглядит, и к ней еще стабилизирующая нить идет. Но я, допустим, стабилизирующую нить не использую, потому что у нас в мохере Ализе у нас присутствует акрил, и акрил у нас будет выступать в роли стабилизатора, который не даст нашей норке, что моточной, что бобинной, изделию не даст растягиваться. Поэтому подойдет и моточная норка, и бобинная. Я, как уже сказала, 70-80 грамм. В бобинной вы можете на отмот взять, а в моточной это 2 моточка, потому что здесь один моточек это 50 грамм. Также нам понадобится маркер один и любые круговые спицы 40 сантиметров номер 5. У меня это вот такие с тупым кончиком. Бывают еще рифленые, любые. Какие у вас спицы есть? 40 сантиметров номер 5. Итак, я достаю спицы. Мы берем моточек норки и моточек мохера. Нам понадобится будем вязать в одну ниточку норки и в одну ниточку мохера. Для того, чтобы снуд у нас получился, как вы видите это на фото, нам нужно будет набрать 78 петель. Как я набираю петли, сейчас расскажу. Ну, это не какой-то такой ноу-хау. Я думаю, все этот способ знают. Ну, может быть, кто-то не использует, но я всегда так делаю. То есть я беру спицу, вот так беру ниточки и накручиваю вокруг спицы
столько раз, сколько мне нужно набрать петель, но убавляю примерно минус 10. Вот, к примеру, мне нужно набрать 80 петель, значит, я делаю 70 оборотов вокруг спицы. Если мне нужно набрать, вот как нам в нашем случае, 78 петель, значит, мы будем делать 68, ну или 70 оборотов вокруг спицы. То есть вот таким образом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и так далее. Вот, я накрутила 70 раз вокруг спицы. Почему я делаю, допустим, минус 10? Потому что, видите, какая толщина у нас получается. Спица же у нас потоньше, а толщина вот какая получается. За счет этого у нас получается как бы чуточку больше. Потом я эту ниточку распускаю. Такой вот нехитрый способ. Распускаю и начинаю набирать петли самым обычным способом. То есть я беру спицу, придерживаю пальчиком и вот таким образом набираю. Вот у меня получилось 2 петельки. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и так далее. Мы набираем 78 петель. Итак, вот я набрала 78 петель, у меня вот осталась небольшая ниточка. Я вот так вот немножечко отрежу, так как она нам понадобится для того, чтобы потом нам сшивать, прятать кончики. Я вот так вот ее скручу и завяжу, чтобы она не болталась и нам особо не мешала. Вот так вот. Все, мы набрали петельки. Теперь мы берем спицы и проверяем, чтобы вот эта вот верхушечка, вот они, узелочки наших набранных петелек, они все были в одном направлении и были не перекручены, потому что если у нас перекрутится вот этот наш гребешок, то и у нас наш снуд тоже перекрутится. Теперь мы берем спицы. У нас вот правая спица и левая. Теперь мы одну петельку крайнюю с правой спицы перекидываем на левую. То есть мы вот так вот ее сюда, к самому началу мы пододвигаем эту петельку. Вот так вот. Берем спицу, подхватываем. Берем спицу, подхватываем. Вот так вот. Вот первую петельку. И переносим с правой спицы на левую. Когда мы перенесли, с левой спицы подхватываем вот эту вот петельку. Вот мы вот перенесли вот эту петлю, а сейчас подхватываем вот эту вот первую, которая на левой. Подхватываем вот так вот. Ее немножечко оттягиваем, а пальчиком придерживаем ту петельку, которую мы уже перекинули, вот так вот. Вот, большим пальчиком мы ее тут вот поддерживаем. Вот она, видите, вот мы ее придерживаем. И вот эту петельку мы со спицы снимаем и опускаем, немножечко подтягиваем ниточку. И вот эту петельку, которая у нас, вот она теперь одна, на левой спице, мы опять подхватываем и спускаем со спицы и перекидываем опять на правую. Все, перекинули, подтянули и вешаем маркер на правую спицу. И теперь мы начинаем вязать. Первый ряд мы будем провязывать изнаночными петлями.
самые обычные изнаночные петли. Аккуратно провязываем, подхватываем, вот, я думаю, видно вам. Подхватываем 2 ниточки, чтобы никакая у нас ни одна ниточка не соскользнула и были провязаны обе нити. Если кому-то неудобно, вот бывают спицы с тупыми кончиками, используйте. Если у вас бывает такое, что когда вяжешь, соскальзывает какая-то одна нить, оказывается не провязанная, тогда лучше использовать спицы именно с острыми кончиками, если кому-то непривычно. Вот так у нас получается. Поэтому провязываем этот ряд изнаночными петлями до нашего маркера. И вот я провязываю последнюю петельку и подошла к нашему маркеру. И теперь мы маркер перекидываем с левой спицы, с этой, на вот эту, на правую. Перекидываем, перекинули. И теперь следующий ряд мы вяжем полностью лицевыми петлями. Также следим за тем, чтобы провязывались 2 нити, чтобы никакая ниточка у нас не осталась не провязанной. Вот так у нас получается, поэтому провязываем этот ряд лицевыми опять до нашего маркера. Довязываем последние петельки, подходим к маркеру и опять перекидываем маркер с левой спицы на правую. И следующий ряд мы опять заводим ниточку рабочую перед вязанием, и следующий ряд мы опять вяжем изнаночными петлями. И так мы будем чередовать все вязание, перекидывая маркер в конце каждого ряда, и будем провязывать. Один ряд у нас будет лицевой, следующий изнаночный, и вот такое чередование у нас будет происходить до нужной нам высоты. Провязывайте необходимое вам количество рядов. Если честно сказать, я ряды не считаю, я определяюсь именно на высоту. Какую мне высоту нужно, такое необходимое количество сантиметров в высоту я провязываю. Усадки снуд после стирки не дает, поэтому я сейчас провяжу необходимую высоту, и мы будем с вами, я буду показывать, что у нас получилось, покажу, сколько сантиметров у меня получилось, и как мы будем закрывать, как мы будем стирать и как мы будем вспушать наш пушистый снуд. После того, когда вы провязали необходимую высоту снуда, мы будем закрывать. Закрывать я буду крючком. Я взяла, у меня крючок номер 4, спицы 5, крючок на единичку меньше. Снимаем маркер, он нам больше не нужен. И как мы будем сейчас закрывать наши петельки. Аккуратно, чтобы у нас со спицы петли не слетели, мы будем это делать очень аккуратно. Эту спицу мы немножечко вот так оттягиваем, эту ниточку подтягиваем и снимаем первую петельку с левой спицы, подхватываем крючком. Вот я подцепила на крючок, снимаю ее, сняла, у меня одна петелька на крючке, и подхватываю ниточку рабочую, вот она у меня нить, то есть я эту ниточку подтянула, подхватываю рабочую нить и протягиваю через петельку. Следующую петельку снимаю со спицы и опять подхватываю рабочую нить и протягиваю. Сильно мы здесь не затягиваем, потому что у нас не должно быть перетянутый
этот край у нас, он должен быть вровень с нашим снудом, поэтому мы здесь не перетягиваем. И еще что хотела сказать, неважно, на каком ряде вы закончите, на лицевом, либо на изнаночном, тут это не имеет принципиальной разницы. Опять снимаем петельку, подхватываем рабочую нить и протягиваем через петельку. Подхватываем, снимаем петлю, подхватываем рабочую нить и протягиваем через 2 петли. Снимаем, подхватываем рабочую нить и протягиваем. Следим, чтобы с этой спицы у нас петельки не слетели. И таким образом провязываем до самого конца. И вот у меня последняя петелька осталась. Я подхватываю и провязываю. Теперь я немножечко ниточку оттягиваю и обрезаю ножницами. Немножко вот так ниточки оставляю, чтобы нам прятать хвостики и кончики. Теперь мне нужно это спрятать, чтобы было все аккуратно. Я беру вот такую иголочку для сшивания, вставляю ниточку. И аккуратно, чтобы у меня ничего не было видно, протягиваю и стягиваю этот край. То есть я подхватываю вот эти места. Вот, и у меня получилось ровненький край. Здесь же я завязываю узелки и прячу ниточку. Вы можете вот этот вот край, последний ряд, закрывать петли любым удобным вам способом. Не обязательно это делать так, как я делаю. Если вы как-то по-другому хотите закрывать край, то, пожалуйста, на ваше усмотрение. Все, прячу ниточку, обрезаю нить. И у меня получился вот такой вот, таким вот образом. Теперь мы возвращаемся вот к началу. Я развязываю свою ниточку. Точно так же вставляю в иголочку. И здесь нам ничего не нужно провязывать, соединять. Если у кого-то тут немножечко, может быть, разошлась начальная петелька, точно так же можно иголочкой это все соединить. Поэтому я здесь просто завязываю на узелок. И прячу ниточку. Все. Обрезаем. И у нас получился вот такой вот снуд. Получается, в ширину, если мы его измерим, он у нас 28, практически 29 сантиметров. То есть по объему он у нас получается 58 сантиметров. И высота нашего снуда 20
5,5 сантиметров. То есть вы высоту можете выбирать сами, какая у вас будет высота. Итак, сейчас мы перейдем дальше, к следующему этапу. Это у нас будет стирка, и после стирки я покажу, как мы будем вспушивать наш снуд. Для стирки нам понадобится мешочек для стирки, и я стираю ласка, шерсть и шелк. Это именно для бережной стирки и для шерстяных изделий. Я беру мой снуд, складываю в мешочек для стирки, и стирать я буду на температуре 30 градусов на быстрой стирке. И обороты у меня будут максимально 500 оборотов, 400-500 оборотов. Если ваша стиральная машина позволяет изменить количество оборотов, то выбирайте 400-500 оборотов. Если вы постираете снуд также на 30 градусов, но будете использовать большее количество оборотов, 800 либо 1000, ваш снуд превратится вот в маленький такой снудик, и он скатается. Конечно же, вы испортите изделие. Итак, я сейчас постираю снуд и вернусь к вам. И вот я уже постирала свой снуд. Мы его, конечно же, встряхиваем хорошо. И что мы делаем для того, чтобы он у нас стал более пушистым? Мы берем вот такую щетку. Такую, я думаю, вы каждый видели в любом хозяйственном магазине. Снуд у нас влажный. Щетина достаточно жесткая. Она какая-то пластиковая или какая-то. То есть это не натуральная щетина. Видите, она у меня уже вся в таких ворсинках, потому что я ее использую постоянно. И мы начинаем вспушать наш снуд. Мы делаем вот такие движения, как бы чуть-чуть углубляем и наверх, чуть-чуть углубляем и наверх. Мы не боимся растянуть, ничего не будет. То есть начинаем вот так вот. Я думаю, слышите вы этот звук. Вот, видите, сразу у нас поднимается ворс. Вот, к сожалению, сложно на камеру передать, но вот такой высоты ворс у меня уже есть. Вот, видите, он у нас маленечко вытянулся, но когда мы начнем теперь делать это же сверху вниз, и потом руками мы придадим ту форму, которую нужно, у нас все встанет на свои места. Ну, к сожалению, вот очень сложно передать, но ворс очень пушистый, вот такой высоты. На камеру это вообще, ну, очень сложно передается, но вот я думаю, чуть-чуть видно. Когда он высохнет, он будет очень-очень пушистый. И мы вот так вот весь наш снуд и с одной, и с другой, с изнаночной и с лицевой стороны мы его весь вот так вспушаем. Не боимся. У нас никакие петли не вытянутся, ничего у нас не растянется. Встряхиваем, придаем форму. Вот, пожалуйста. Очень сложно мне, конечно, поймать на камеру вот эту пушистость, но, девочки, вот такой ворс у меня здесь есть. И мы это делаем и с одной, и с другой стороны. И когда мы снуд наш вспушили, мы его со всех сторон у нас, ну вот видите, вот пушистый, насколько он стал. А когда он высохнет, он еще больше, у него вот этой пушистости появится. Видите, вот видно, вот он, пушок этот есть. Мы его вспушаем с одной и с другой стороны и кладем его на горизонтальную поверхность высушиваться. Мы его не кладем на полотенце, мы кладем его на сушилку, ребристую сушилочку, чтобы и сверху, и снизу он у нас равномерно просушивался.
И вот такой вот пушистый, теплый, очень мягкий наш снуд готов. Мне было очень приятно с вами сегодня вязать. Если вам было тоже приятно, у вас все замечательно получилось, пожалуйста, поставьте мне лайк, мне будет очень приятно. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные уроки. Подписывайтесь. Приятного вам вязания и творческого настроения.